Прогуливаясь по улицам Праги и Рима, можно заметить удивительную закономерность. Окна, которые явно проектировались как парадные, сегодня едва выглядывают из-под тротуара, а входные двери ведут куда-то вниз, в полуподвальные помещения. Этот феномен породил множество конспирологических теорий, самой популярной из которых стала идея о забытой катастрофе. Также особенное внимание альтернативных историков притягивает загадочное исчезновение с географических карт XVIII века Великой Тартарии. Куда могло деться целое царство? Неужели она оказалась разрушена и скрыта под водой, а ее следы стерты из памяти человечества? И что по этому поводу думает официальная наука? Об этом мы сейчас и поговорим. Культурный слой. Теория о Великом потопе возникла из простого наблюдения. Во многих европейских городах старинные здания как будто провалились в землю. Когда-то просторные и светлые первые этажи теперь оказались ниже уровня улиц и превратились в полуподвальные помещения. Ученые объясняют это явление накоплением культурных слоев. В спрессованном виде они представляют собой все, что остается после человеческой цивилизации: строительный мусор, остатки разрушенных зданий, бытовые отходы, монеты. В отличие от природных геологических отложений, культурный слой содержит четкие маркеры человеческой жизни. Артефакты, которые позволяют точно датировать каждый пласт. В древних европейских городах он представляет особый интерес для исследования. Например, в Риме изученные недра достигают 40 футов в глубину, что свидетельствует о многовековой истории и богатой культурной эволюции этого города. Археологические исследования показывают, что культурные слои не только разнообразны по составу, но и отражают различные исторические эпохи, каждая из которых оставила свой уникальный след. Во время раскопок археологи обнаружили четкую последовательность слоев. Внизу находятся мраморные плиты античности, которые свидетельствуют о развитой архитектуре и инженерных достижениях древних римлян. Над ними расположена средневековая брусчатка. Затем следуют мостовые эпохи Возрождения. На каждом уровне сохранены характерные предметы своего времени, что позволяет ученым реконструировать быт, ремесла и общественные отношения прошлого. Настоящий прорыв в изучении культурных слоев произошел на территории бывшей Римской империи. Еще в середине того же XVIII века, когда, казалось, все должно было смыть без остатка, во время раскопок в Помпеях археологи впервые обнаружили, что вулканический пепел, покрывший город в 79 году нашей эры, сохранил культурные слои в их первозданном виде. Это открытие стало революционным для археологии, так как позволило ученым увидеть повседневную жизнь римлян и понять, как они жили, работали и отдыхали. Век спустя датский археолог Кристиан Юргенсен Томсен разработал революционную для своего времени систему 3 веков, основанную на анализе культурных слоев. Он доказал, что разные артефакты встречаются на разной глубине, что позволило впервые научно обосновать принцип наслоения. Взгляните на археологические слои в разрезе. Их толщина и состав варьируются не случайно. Многое зависит от интенсивности жизни. Чем больше людей в определенное время жили на этом месте, тем больше отходов и следов от строительных работ они после себя оставят. Сегодня археологи используют для изучения культурных слоев самые современные технологии: георадары, трехмерное моделирование, спектральный анализ, что позволяет исследовать исторические напластования, не разрушая их. Но что можно сказать о самих домах? Откуда взялись полуподвальные двери в зданиях, которые были построены не 1000 лет назад, а, скажем, в позапрошлом веке? Архитектура. Когда современный человек впервые сталкивается с феноменом утопленных этажей в старинных зданиях, его охватывает чувство недоумения. Но в исторических кварталах европейских городов все устроено иначе. Чтобы войти во многие старинные особняки, нужно спуститься по ступеням вниз. А некогда роскошные окна первого этажа теперь напоминают подвальные окошки. Этот архитектурный парадокс будоражит воображение и рождает самые невероятные теории. Но истинная история погружения этажей гораздо сложнее и интереснее любых катастрофических сценариев. То, что нам сегодня кажется странным и требующим объяснения, для людей прошлого было абсолютно логичным и функциональным. Утопленные этажи — это не аномалия, а свидетельство иного способа мышления, иного понимания комфорта и практичности. Нижние помещения зданий изначально задумывались как функциональные и прохладные пространства. В Древнем Риме и Греции их использовали как кладовые для хранения провизии, а также как кухни с массивными печами. В средневековых замках и городских домах такие этажи служили комнатами для прислуги или мастерскими ремесленников. В Венеции нижние уровни зданий превращались в оживленные торговые склады, куда по каналам доставляли товары со всего света. Архитектура отражала ритм городской жизни. Пока аристократы принимали гостей в пышных залах верхних этажей, внизу кипела деловая и трудовая деятельность. С приходом эпохи Возрождения и барокко архитектура стала еще более выразительной. Величественные фасады дворцов и церквей требовали мощных монументальных оснований. Так появились массивные цокольные этажи, где размещались склады, прачечные или даже тайные ходы.
Их толстые стены и массивные колонны придавали зданиям устойчивость. Кардинально ситуация изменилась в 19 веке, когда в городах начали активно мастить улицы булыжником. Уровень дорог постепенно поднимался, что привело к еще большему углублению цокольных этажей. С каждым новым слоем булыжника, укладываемым на улицы, уровень дорожного полотна неуклонно повышался. Это приводило к тому, что цокольные этажи зданий, которые когда-то находились на уровне земли или даже слегка возвышались над ней, постепенно утопали под тротуаром. Ну а если вы хотите, чтобы через сотни лет ваши решения в строительстве также восхищали потомков, обратитесь к профессионалам из объединения «Система». Это ведущее производственное предприятие с полным комплексом работ и услуг, от проектирования модульных зданий и домов различного назначения, любой степени сложности до разработки дизайн-проектов, включая и внутреннюю отделку. Ребята дают гарантию на свою работу, что очень важно в наше время. Исторические документы. Но что, если обратиться к историческим архивам? XVIII век по праву называется эпохой просвещения, когда наука и рациональное мышление начали доминировать в европейском обществе. Этот период характеризуется небывалым интересом к систематизации знаний. Даже самые незначительные события тщательно фиксировались и сохранялись для будущих поколений. В Париже, например, скрупулезно велись метеорологические наблюдения, фиксировался уровень осадков, температура воздуха и другие климатические показатели. Страховые компании Лондона документировали каждый шторм и наводнение, чтобы точнее рассчитывать риски для своих клиентов. Если бы в тот период произошла катастрофа планетарного масштаба, она оставила бы многочисленные следы в исторических источниках. Особый интерес представляют личные документы современников, письма, дневники, мемуары. Из 18 века до нас дошли сотни тысяч писем, в которых обсуждаются самые разные темы. От философии и науки до политики и светских сплетен. Однако ни в одном из этих источников нет ни малейшего упоминания о глобальной катастрофе. Бенджамин Франклин оставил подробные записи о своих многочисленных путешествиях. Его дневники и письма содержат ценные сведения о его наблюдениях, научных экспериментах и личной жизни, но ничего не говорят о потопе или другой глобальной катастрофе. Дворяне всей Европы также вели ежедневные дневники, где фиксировали свои мысли, чувства и события. Эти документы, хранящиеся в многочисленных архивах, предоставляют уникальную возможность заглянуть в прошлое. Однако ни в одном из них нет никаких намеков на катастрофу, которая якобы изменила ход истории. Даже метеорологические журналы Женевы, где ежедневно отмечались температура, ветер, осадки и другие климатические показатели, не оставили ни малейшего следа аномалий, которые могли бы свидетельствовать о глобальной катастрофе. Это же касается и церковных хроник, где любые необычные явления интерпретировались как знамения, однако ни в одной из этих записей нет ничего похожего на описание потопа или другой глобальной катастрофы. Интересно отметить, что некоторые теории о катастрофах часто основываются на предположении об исчезновении с карт так называемой Великой Тартарии. Однако это предположение не имеет под собой никаких оснований. В прошлом термин «Тартария» действительно использовался европейскими картографами для обозначения малоизученных территорий Сибири и Центральной Азии. Однако это было скорее географической условностью, чем отражением политической реальности. По мере организации экспедиций и накопления научных знаний, эти земли начали наноситься на карты под своими реальными названиями. К началу 19 века, благодаря развитию точных методов картографии и научных исследований, термин «Тартария» окончательно исчез из географических карт. Это было результатом не какой-либо катастрофы, а прогресса в изучении и освоении этих территорий. Таким образом, гипотеза о глобальной катастрофе, которая изменила мир в 18 веке, не находит подтверждения в исторических источниках. Анализ архивных документов, личных писем, дневников и аналитических записей показывает, что подобные события просто не могли произойти в тот период. Таким образом, анализ исторических архивов позволяет сделать однозначный вывод: никаких убедительных свидетельств глобальной катастрофы, которая могла бы кардинально изменить мир в 18 веке, не существует. Демографический фактор. Но одно из главных доказательств несостоятельности теории о всемирном потопе – это мы с вами. Да, речь идет о демографии, о сухих цифрах народонаселения, которая будто непрерывная нить разматывает клубок нашей истории. Представьте себе картину. Огромная волна обрушивается на мир, сметая все на своем пути. Города оказываются под водой, памятники архитектуры погребены под слоем грязи. Чудом выжившие пытаются восстановить утраченное, но прошлое безвозвратно потеряно. И тут мы подходим к интересному вопросу. Если такая катастрофа действительно произошла, как она повлияла на жизнь людей? Ведь масштабный потоп — это трагедия, способная оставить глубокий след в истории. Если бы мир потерял значительную часть своего населения, мы должны были бы увидеть это отраженным в цифрах, в тех самых документах, которые веками фиксировали рождение и убыль населения. О чем нам говорит 18 век?
Европа переживает период бурного роста, население увеличивается, города расширяются. Казалось бы, ничто не должно было помешать этому росту. И тут, как гром среди ясного неба, потоп. Очевидно, если бы это произошло, мы увидели бы не рост, а резкий спад, провал в демографической кривой. Однако, как ни странно, демографические данные показывают стабильный рост населения в 18 веке. Рождаемость превышает смертность, люди живут дольше, города продолжают развиваться. Возникает вопрос, как это возможно, если мир пережил масштабный катаклизм? Просто представьте себе мир после такого глобального потопа. Даже если допустить, что половина населения выживет, сельское хозяйство будет катастрофически подорвано, некому будет возделывать землю, ухаживать за животными. За этим неизбежно последует острая нехватка продовольствия. Голод немедленно станет главной проблемой человечества, превратившись из локальных вспышек в глобальную катастрофу. Города опустеют, инфраструктура будет разрушена, коммуникации прерваны, и выжившие, вероятно, предпочли бы вернуться к более простым формам организации общества, разбредясь по сельской местности, где легче найти пропитание и защиту. Достаточно вспомнить эпидемию чумы. Известная как «Черная смерть», в свое время она унесла жизни почти трети населения Европы, вызвав экономический кризис и глубокие социальные потрясения. Великий голод в Ирландии, когда неурожай картофеля привел к гибели более миллиона человек, навсегда изменил демографический ландшафт страны. Даже такая локальная катастрофа, как извержение вулкана Тамбора в 1815 вызвала целый год без лета. И повсеместный голод, что привело к значительному демографическому удару и миграционным волнам. Однако именно в 18 веке по всему миру наблюдается устойчивый рост населения, города не разрушаются, а развиваются, наука и искусство переживают расцвет. Технический прогресс. История знает немало примеров, когда технологический прогресс болезненно откатывался назад. Вспомним судьбу Александрийской библиотеки. Ее сожжение на века замедлило развитие науки, уничтожив уникальные знания по механике, астрономии и медицине. Этого оказалось достаточно, чтобы Европа забыла технологию строительства дорог и цемента, что в очередной раз напоминает, какие последствия оставляют после себя настоящие катастрофы. В контексте 18 века перед нами открывается удивительная картина непрерывного прогресса, в котором просто нет места для событий, способных обнулить цивилизацию. Именно тогда Томас Ньюкомен создает атмосферный двигатель, который сразу находит применение в шахтах. Затем Джеймс Уатт вносит революционные усовершенствования, добавляя отдельный конденсатор. Между этими двумя вехами целая плеяда инженеров и механиков, каждый из которых вносил свои небольшие, но важные улучшения. Джон Кей изобретает летучий челнок, навсегда изменив этим ткацкое производство. Особенно красноречива эволюция кораблестроения. Изучая сохранившиеся чертежи и судовые журналы, мы видим, как конструкции кораблей плавно изменяются от начала к концу века. Улучшаются обводы корпусов, парусное вооружение, совершенствуются методы строительства. В архивах можно проследить, как опыт передавался от мастеров к ученикам, как новые технологии распространялись из страны в страну. Где здесь место для катастрофы, которая якобы стерла целые пласты технологических знаний? Пожалуй, самым убедительным доказательством непрерывности прогресса служат грандиозные инфраструктурные проекты эпохи. Возьмем строительство Бриджуотерского канала в Англии в 1759. Это многолетнее предприятие требовало слаженной работы сотен инженеров, землемеров, каменщиков. Сохранившиеся сметы, чертежи и отчеты показывают планомерную работу без каких-либо перерывов. Эти изобретения не появляются из ниоткуда. Они становятся закономерным ответом на конкретные производственные вызовы своего времени. Примечательно, что между этими событиями мы видим непрерывную цепь мелких усовершенствований, регистрируемых в патентных бюро и профессиональных журналах. Никаких загадочных провалов, никаких восстановлений утраченных знаний. Архивы научных обществ и переписка изобретателей добавляют последние штрихи к этой картине. В письмах Уатта к Болтону, в протоколах Лондонского королевского общества, в записях Французской академии наук, везде мы видим живой, непрерывный процесс обмена идеями. Изобретатели ссылаются на работы предшественников, спорят о деталях, строят свои разработки на уже достигнутом. Это не хаотичное восстановление после катастрофы, а нормальная научная работа, где каждое новое достижение имеет четкую родословную. Когда мы складываем все эти свидетельства вместе, перед нами возникает эпоха цветущих технологий. Мы видим, как идеи путешествуют из страны в страну, как мастеровые передают секреты ремесла ученикам, как каждое новое поколение изобретателей стоит на плечах предыдущего. Самое убедительное опровержение мифа о Великом потопе — это непрерывная, логичная, прекрасно документированная нить технического прогресса. Экология. Мы все видели разрушительную силу воды, как после сильных паводков остаются вывороченные деревья, размытые дороги, разрушенные дома. Эти следы могут сохраняться годами, а иногда и десятилетиями.
Но что, если представить катастрофу невиданного масштаба, всемирный потоп, способный изменить саму географию континентов? Такое событие должно было оставить в природе неизгладимые следы, которые мы могли бы обнаружить и сегодня. Давайте представим, что бы произошло с природой при действительно глобальном наводнении. Вода, поднявшаяся на десятки футов, смыла бы верхние плодородные слои почвы, уничтожила бы леса, изменила бы русло рек и очертания береговых линий. Морская вода, хлынувшая на сушу, сделала бы невозможным существование пресноводных экосистем. Во всем мире растут деревья-долгожители, чей возраст исчисляется веками. Эти древние исполины хранят в своих годичных кольцах уникальную информацию о климатических изменениях прошлого. Современные методы исследования позволяют буквально прочитать их прошлое, определяя по структуре древесины температуру, влажность и различные стрессовые факторы, влиявшие на дерево в разные годы его жизни. Если бы 3 столетия назад, в веке, произошло катастрофическое наводнение, затронувшее значительные территории, это неизбежно отразилось бы на росте деревьев. Длительное затопление корневой системы привело бы к характерным изменениям в структуре годичных колец вследствие продолжительного кислородного голодания растений. Однако многочисленные исследования древесных срезов по всей Европе демонстрируют удивительно стабильную картину. Анализ образцов древесины из разных регионов показывает полное отсутствие признаков массового затопления в указанный период. Вместо этого мы наблюдаем плавные климатические колебания, характерные для естественных изменений погодных условий. Ни в одном из изученных образцов не обнаружено следов катастрофического воздействия воды, которое неизбежно проявилось бы при глобальном потопе. Не менее убедительные свидетельства хранят озера и болота. На их дне веками скапливаются микроскопические организмы, благодаря чему химический состав отложений позволяет с удивительной точностью восстановить природные условия водоема. Но никаких признаков крупных вмешательств в спокойную биологическую жизнь исследования не выявили. Настоящие наводнения оставляют в земле характерные следы: размытые горизонты, следы эрозии, изменения структуры. Геологи, изучающие почвенные разрезы многих веков, не находят ничего подобного. Более того, исследования пахотных земель того периода показывают непрерывность их использования. Если бы произошло глобальное наводнение, плодородный слой был бы смыт, и земледелие пришлось бы начинать практически с нуля. Но что скажут животные, главные обители дикой природы? Перелетные птицы, которые десятилетиями следуют одним и тем же маршрутом, обязательно отреагировали бы на изменения ландшафтов. Но изучение записей натуралистов века показывает удивительную стабильность миграционных путей. Морские экосистемы тоже не остались в стороне. Исследования коралловых рифов, раковин, моллюсков, донных отложений показывают, что уровень моря за весь 18 век поднялся не больше, чем на 1,5 дюйма. Впрочем, так и должно быть в межледниковый период. Когда мы складываем все эти свидетельства, перед нами возникает картина удивительно стабильного мира. Когда происходят настоящие извержения вулканов, цунами, крупные наводнения, экосистемы реагируют мгновенно и ярко. Но в середине 18-го, как можно понять, ничего подобного не наблюдается. Все затронутые сегодня темы в один голос подтверждают, что подлинная история человечества со всеми ее достижениями и трудностями развивалась без фантастических катастроф. История не нуждается в сенсациях, чтобы быть интересной, а правда, как показывает это исследование, часто оказывается убедительнее любого мифа. Спасибо за просмотр, до новых встреч!